Привет, ребята! Конь наконец-то вернулся в родное стойло. Сегодня у нас с утра идет дождь, такая довольно прохладная погодка. Я думаю, это самое время, чтобы наконец-то попробовать вот эту штуку. Поменять ремень. Не думаю, что это будет очень сложно, но тем не менее опыта нету. Думаю, буду в основном снимать таймлапсом. Вот. Из этапов следующие. Нужно ослабить натяжение цепи, снять цепь, скинуть, снять заднее колесо, потом открутить вот эту крышечку, соответственно, снять звездочку здесь, цепь. Блин, а цепь, наверное, все-таки надо разъединять, да? Ну, разъединить, соответственно, цепь, это все отсюда снять. Хотя, может быть, оно вот так вот снимет. Ну, нет, наверное, не снимется. В общем, надо будет разъединять цепь. Блин, а как же я тогда внутрь помещу? Блин, ребята, а может быть в этом как раз и сложность? В том, что ремень туда, чтобы поместить, нужно тут пол рамы разобрать. Может быть, вот эту вот часть надо снимать? Типа отсоединять задний маятник. Вот это заморочка.
заднюю часть всю собрал. Из набора осталась вот такая проставка. Вообще вот здесь она, я мануальчик посмотрел, вот под номером 3 идет. Называется она Sleeve Spacer. И написано, что типа не добавляется к модели UCE, модель двигателя. Я, короче, не знаю, какой у меня... раз модель двигателя, значит, наверное, с передней стороны. Это надо, значит, размер звездочки посмотреть. То есть она куда-то вот сюда, видимо, добавляется. Ну, короче, сзади она точно не нужна. По идее, логично бы ее сзади где-то поставить, но там как бы все и так хорошо. И у меня одна только проблема. Вот этот вот, как его назвать-то? Болт, не болт, гайка, короче, вот это. Вот эта гайка, она идет на какой-то, на 30-й, по-моему, размер. И у меня, во-первых, его нет. А во-вторых, она притянута гайковертом, и я не могу, короче, ее открутить. Так что надо либо гайковерт где-то взять взаймы, либо еще что-то. Ну, опять пошел какой-то сильный дождь. Убираю инструмент. Вернусь попозже к этому процессу всему. Так, ребят, после небольшого перерывчика я обзавелся пневматическим гайковертом. Сейчас попробую его пустить в дело. И все-таки открутить вот эту гайку. Вот. И купил еще вот такую насадку, которой мне не хватало. На 30. Вот, она идеально подходит. Прямо идеально. Сейчас буду откручивать. Еще обратил внимание, звездочка с резиновой такой с обоих сторон накладок. Прикольно, чтобы типа цепь, получается, не звенела, что ли. Вот. Ладно, сейчас буду подготавливать и начну. Открутил все-таки. Да. Ну, однозначно без этого бы, товарищи, ничего не получилось. Смотрим. Звезда. А вот и сама проставочка, кстати, вот она. Мне так кажется. Даже не знаю. Как-то хорошо сидит. Может, он там чем-то зафиксировано. Да нет, вроде отдельно крутит. Вот. Пошла. Самое удивительное, что грязи здесь очень много. Сейчас проверю ее с той, что идет в комплекте. Вот. Сравнение. Видно, что в комплекте идет поуже. Но сейчас вопрос, что ставить. Наверное, то, что поуже. Потому что она сместит звездочку внутрь. Вот она хорошо встала тут. Массажничек. Все. Сейчас еще раз промою тут. Так, ну это все надо сохранить. Вот на этой части есть написано внутренний сайт. Inside. Еще вот так она располагается, получается.
Так, а что-то не хочет. Неужели не подходит? Это будет, конечно, сюрприз. О, идеально. Так, я думаю, это все так же должно быть. С контур шайбы. Потому что практически все под лицо. И гайка. Гайка внутри. Тут, кстати говоря, гайка тоже с этими контрицей. Ее еще там залепить можно. Вот как это все пофиксить так, чтобы она не убегала. Ничего. Так, вот что. Закручиваем. Сколько нужно тут закручивать, довольно плотно, и поджимаю. Может быть, лучше даже другой лепесток поджать. Хотя сложно изогнуть. Старый проще. Все. Ну, прикиньте, я это сделал. Огонь. Так, ну теперь надо подвинуть колесо. Так. Чуть не хватает, надо еще подтянуть. Ослабить, точнее, натяжитель. Максимально. Так, пробуем. Окей. Получилось. Циферки. Потому что я ослаблял до максимума абсолютно. Так. Смотрим. Так, ну давайте, вот у меня линия на пятерке. Провисание по мануалу должно быть 2 сантиметра. Думаю, как раз есть.
Ну что, ребят, пробуем. Сначала на холостых смотрим, как оно работает. Звука вообще никакого нет. Просто небольшое такое, я даже не знаю. Мне кажется, это даже не от ремня. Просто там подшипники работают. Окей, ребят, закрепил вот так телефон. Надеюсь, будет видно, что там проскальзывает, не проскальзывает. В общем, проедусь. Не очень быстро проедусь, но постараюсь там на первой передаче как-нибудь резко понагружать, посмотреть, как вообще он себя ведет. Слушайте, едет вообще обалденно. Прямо очень круто. Наверное, все-таки немножко сейчас поезжу. Надо будет чуть подтянуть ремень. Посмотрим. Динамика какая-то совсем другая. Потому что, в принципе, вот эта вот штука, она вроде как побольше, чем звездочка. Вот я их даже сопоставлял перед тем, как устанавливать. Она визуально больше. Вот. Ну, посмотрим, как это будет работать. Пока я чуть прокатился, мне прям понравилось. Наверное, я дособеру сейчас и дальше уже посмотрим, как оно что. Ребят, в общем, решил эту штуку поставить. Защиту, как ее назвать-то? Цепи в нашем случае, да? А тут ремня. Вот, потому что она не мешает. Мне ее где-то там, например, куда-то ее класть на хранение смысла нету. А тут она, я думаю, она не помешает. Как минимум, если какие-то брызги будут лететь или вдруг что-то порвется, шанс, что это отлетит куда-то в меня, значительно уменьшается. Вот. Так что поставим. И осталось закрыть крышечкой. Что тут вырез приличный. В целом, я думаю, вам видно, что тут места предостаточно. Винты одинаковые все.
Все, и накладка. Вставляется, получается, вот этой штукой вверх вот, и защелкивается. Одна готова. Ну и обратная сторона осталась. В общем, ребята, оставляйте свои комментарии, нравится, не нравится вам такая вещь, поставили бы такую себе. Установка, в принципе, как выяснилось, вообще, ну, несложно совершенно. Главное не сломать вот эти вот декоративные здесь закрывашки, такие серебристые. Если не знать, как они открываются, закрываются, можно как бы легко сломать. Они такие пластмасса не гнущиеся, она хрупкая. Вот, ну и ударный нужен вот такой вот аппарат. Ну, в принципе, если к какому-нибудь сервисному центру, там даже шиномонтажке подъехать, они вам, по крайней мере, ослабят. То есть можно начать с того, что ослабить вот эту гайку немножко, потом ее опять законтрить. И уже когда там на место приедете, где у вас там не будет вот этого вот ударного молотка, ну, ударного гайковерта, уже там рукой можно будет ослабить. Но с другой стороны и закручивать надо. То есть, ну, можно... В общем, вопрос это решается. Не такой он, как выяснилось, проблемный. Выглядит вообще бомбически с ним. Что плохо, металлические они. И этот диск металлический, и этот. Если их выточить из алюминия, это будет намного круче. Но они отливки. То есть они вообще отлитые, даже не выточенные из металла. Вот, то есть есть куда, над чем работать. Но надо бы, может быть, с них снять какие-то эти образцы. Если, ну, в общем, надо подумать над этим. Вот такие дела. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем большое спасибо за просмотр. На связи, в общем. Пока-пока.